Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео расскажу, как связала вот такой оригинальный, эффектный свитер. Свитер связан и крючком, и спицами. Крючком связаны основные детали перед и спинка. Вот таким оригинальным узором квадратики. Узор воздушный, полупрозрачный, поэтому и свитер получается такой легкий, воздушный. Он связан размером как оверсайз, то есть довольно широкий, но благодаря такому воздушному узору смотрится модель очень легко. Спицами связаны манжеты для рукавов, связан высокий воротник, как для свитера. И по низу изделия тоже связана планочка резинкой. И затем эти детали пришиваются к основным частям перед и спинка. Как вы видите, рукава для свитера тоже цельно вязаные узором квадратики. Швы только идут по бокам и по плечам. В этом видео я расскажу основные моменты вязания свитера. Также под видео вы можете увидеть полезные ссылки, где скачать схему к вязанию узора квадратики. Также я сделала подробный мастер-класс вязания этого узора. И полностью описание, сколько расход пряжи, какая пряжа и как закрывала, допустим, резинку для вязания манжеты эластичным способом. Все ссылки оставлю под этим видео. Так что переходите, подробно читайте и вяжите себе такую прекрасную модель. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась эта модель. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых оригинальных вещей. Спасибо за внимание! Дорогие рукодельницы, я нарисовала схематичную выкройку свитера. Я свитер вяжу на 48 размер, то есть объем тела в самом широком месте около 100 сантиметров, 102, 104. Но эта модель оверсайз, поэтому здесь запас ширины плюс 20 сантиметров в обхвате. И смотрите, я вяжу свитер. Вот такая вот простая деталь идет. Спинка и перед, у них различия, только перед будет вырез по горловине чуть глубже. По спинке вырез чуть меньше идет глубиной. Ширина свитера внизу, то есть начало вязания снизу вверх. Здесь мы сразу на ширину свитера набираем начальную цепочку воздушных петель на определенное количество повторений узора. Вначале, конечно же, необходимо связать образец узора. Если вы используете другую пряжу, другой крючок, у вас будет другая плотность вязания, и вы должны пересчитать на свои значения, сколько нужно набрать петель. У меня плотность вязания узора один раппорт, то есть один вот такой квадратик составляет в ширину 6 сантиметров. И раппорт в ширину составляет 10 петель. И поэтому я рассчитываю на ширину свитера 60 сантиметров. На самом деле узор такой эластичный, поэтому примерно 60 сантиметров я указываю. И я набираю 100 петель для начала вязания. И смотрите, вот здесь я уже связала спинку. И вот от начала вязания прямым полотном я вязала на количество 10 квадратиков вверх до начала рукавов. Переходите по ссылке внизу или в подсказке, как вяжется узор. Там я все подробно рассказала по рядам. Вяжите образец, далее делайте расчет на необходимую ширину и вяжите на свои уже размеры. Итак, я вязала вверх узор
до высоты примерно 30 сантиметров. Здесь вы тоже можете изменять свои значения, связав большее количество рядов, если вы хотите получить свитер длиннее или, возможно, короче. Далее начинаю вязать рукава. Как вы видите, рукава тоже вяжутся прямо, то есть это обычные прямоугольники. Плечи прямые, здесь мы не делаем скос плеча. Здесь я дополнительно набираю на длину рукава. Здесь я набираю 47 петель, то есть 5 раппортов узора прибавляется, но учитывайте, что здесь мы останавливаемся в середине раппорта, поэтому 3 петельки уже они идут как бы на тело, поэтому поэтому такое значение идет 7 петелек, 1 раппорт, который ближе к телу. И далее я вяжу рукав, то есть здесь я набираю цепочку воздушных петель, провязываю ряд обратно, а здесь присоединяю цепочку воздушных петель на то же количество. Сейчас я это покажу, как делаю. И вяжу дальше вверх узор на высоту 25 сантиметров до верха плеча. Но здесь по спинке я провязываю отдельно 1 раппорт по плечам и формирую вырез горловины. Тоже покажу этот момент. Вырез горловины по передней стороне буду делать на глубину 2 раппортов. И вот еще коротко показываю, как выглядит у меня сейчас связанная спинка. Вот такая вот деталь. Получается, мы свитер будем собирать, выполняя швы по бокам, по низу рукавов, это будет 1 шов, и по плечам. Итак, смотрите, я вяжу вторую деталь, переднюю часть, и провязала вот прямым полотном вверх узора квадратики и довязала до начала рукавов. Теперь как начать вязать рукава? Здесь я довязала до боковой стороны, и теперь набираю для рукава еще дополнительно, то есть я точно так же закончила ряд, выполнила вот по узору, идет галочка, столбик, 3 воздушные петли, столбик на углу квадратика, 2 воздушные петли, и здесь столбик с 2 накидами как раз идет по кромке узора. И набираю 47 воздушных петель для вязания рукава. Я набрала цепочку воздушных петель на нужную ширину, точнее длину рукава, и теперь продолжаю вязать узор. И смотрите, здесь начало вязания, первый ряд рукава по цепочке мы начинаем точно так же, как и начало вязания узора по схеме. Набираю 8 воздушных петель, это идет дополнительно для начала вязания узора. И набрав 8 воздушных петель еще дополнительно к начальной цепочке, ввожу крючок, вот считает крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12 петлю ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее поворачиваю работу, набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика и вяжу квадратик. Провязываю вот по цепочке вверх 4 столбика с 1 накидом. Третий столбик и 4 столбик. Далее 3 воздушные петли, поворачиваю вновь вязание и здесь довязываю ряд квадратика. Провязываю 4 столбика с 1 накидом.
4 столбик вот идет из, получается, 3 петельки. 1, 2, 3. И далее здесь мы вяжем между квадратиками. Такой получается как столбик рогатка. Пропускаем 1, 2, 3, 4 петли по начальной цепочке, в 5-ю вводим крючок и провязываем в начале столбик с 2 накидами, затем 3 воздушные петли и затем из центра столбика вывязываем столбик с 1 накидом. И получается у нас такой столбик, как рогатка. Далее идет, то есть мы один раппорт узора провязали, далее второй раппорт начинается. И набираем 4 воздушные петли. Здесь отсчитываем 4 петли по цепочке, в 5-ю вводим крючок, столбик без накида, поворачиваем вязание, 3 воздушные петли и провязываем первый ряд квадратика. 4 столбика с 1 накидом по 4 воздушным петлям. Вновь поворачиваем вязание, 3 воздушные петли и здесь провязываем 4 столбика с 1 накидом, второй ряд квадратика. И завершив 4-й столбик, сразу вывязываем вот этот столбик рогатку. Вначале провязываем столбик с 2 накидами, отсчитав 4 петли из 5-й, 3 воздушные петли и из центра столбика с 2 накидами провязываем столбик с 1 накидом. И повторяем раппорт вязания. Причем здесь у нас все должно совпасть. И далее мы переходим уже на вязание узора квадратиком уже по последнему ряду основной части вязания. Далее, провязав этот ряд, получается, до другой стороны, здесь необходимо по второй стороне для рукава присоединить дополнительно от другой нити начальную цепочку на 47 петель и уже по этой цепочке продолжить вязать ряд. Я довязала до второй стороны и здесь начинаю вязать второй рукав. Но вначале мне необходимо присоединить цепочку с воздушными петлями и провязать ее на нужную длину. Итак, я беру нить от другого клубка и присоединяю нить вот здесь вот в начале вязания. Здесь я закончила вот узор, после квадратика сделала столбик с 2 накидами из 4-й воздушной петельки и в это же место присоединяю нить дополнительную и набираю тоже 47 воздушных петель, то есть цепочку воздушных петель на ту же длину, что и первый рукав. Набрав цепочку воздушных петель на нужное количество петель, здесь закрепляю вязание и продолжаю вязать первый ряд, и уже узор идет для рукава первый ряд. И здесь сразу после столбика с 2 накидами набираю 3 воздушные петли и провязываю из центра столбика столбик с 1 накидом. То есть мы здесь вяжем как начальный ряд. Далее набираю 4 воздушные петли, отсчитываю по цепочке 4 петли, в 5-ю ввожу крючок, столбик без накида и здесь по набранным 4 петлям провязываю квадратик. И далее продолжаю вязать узор вот до конца набранной цепочки и провязываю вверх на высоту рукава, но довязываю узор
до низа выреза горловины. И уже далее я покажу, как сформировать вырез горловины. Там тоже все очень просто. Здесь я заканчиваю вот квадратик. Первый квадратик по рукаву. И здесь, как в начальном ряду, провязываю галочку или рогатку, столбик, пропускаю 4 петли, в пятую ввожу крючок. Сначала провязываю столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли и столбик с накидом из центра столбика с 2 накидом. И повторяем этот раппорт узора. Дорогие рукодельницы, я уже заканчиваю вязать переднюю часть кофточки. Спинка у меня связана. И сейчас вывязываю горловину, вырез горловины по передней части. И сейчас расскажу, как выполнить вырез для горловины, углубление. По спинке я делаю углубление на 1 ряд. Смотрите, у меня от начала вязания проймы ширина рукава, и получается полная ширина до верха плеча связана на 9 рядов узора. То есть в высоту провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По спинке я делаю углубление, уже сделала, на 1 ряд. По передней части буду делать углубление на 2 ряда. При вязании по спинке я сразу в 9 ряду вот сделала такое углубление. По вязанию по передней части я на 8 ряду начинаю вывязывать углубление для горловины. И смотрите, здесь буду по центральной части провязывать углубление на ширину 4 раппортов узора. То есть у меня вот 4 повторения рисунка. И здесь вот довязав до начала выреза горловины, то есть выделив вот центральные 4 повторения рисунка, далее буду провязывать как бы нижний срез горловины. И для этого после квадратика вот я провязываю на вершине квадратика столбик без накида. Далее 4 воздушные петли. И вот в центре вот этой галочки провязываю столбик с 1 накидом. Далее 4 воздушные петли. И на следующем квадратике на углу столбик без накида. Итак, я провязываю на ширину 4 раппортов, то есть на ширину выреза горловины. То есть вот этот вот ряд идет по схеме как заключительный ряд вязания узора. И вот такой вот цепочкой воздушных петель мы уравниваем вот крайний ряд. По спинке именно я в 9 ряду так сделала. По передней части я провязываю 8 ряд, провязываю на ширину горловины вот такое выравнивание. 1, 2, 3. И сейчас до 4 квадратика довязываю. Довязав до 4 квадратика, далее перехожу на вязание узора. И здесь провязываю, как обычно, 4 воздушные петли, столбик без накида из галочки и вывязываю новый квадратик. Далее продолжаю вязать узор квадратиков 8 ряд до края рукава. В 9 ряду провязываю узор квадратиков
в обратном направлении до края выреза горловины. И по второму плечу буду присоединять нить от края горловины и провязывать 9 ряд уже отдельно по второму плечу от выреза горловины до края рукава. И тогда у меня деталь будет связана на нужную высоту и сделан нужное углубление для выреза горловины. Дорогие рукодельницы, я связала переднюю часть и спинку, и сейчас уже у меня мой свитер находится на стадии сборки. Я выполняю плечевые швы, боковые швы, и сейчас покажу именно как собирать свитер, какие швы нужно сшивать, а какие нужно провязывать. Также я связала манжеты по рукавам, манжету по низу изделия и связала воротник. Но воротник, скорее всего, я буду перевязывать. Хочу связать более высокий воротник, чтобы был как у свитера с подворотом. Посмотрю. Сначала пришью короткий, примерю. И потом уже, если не понравится, то перевяжу на высокий воротник. Итак, смотрите, также я покажу, как пришивать, присоединять манжеты к рукавам. Но вначале, конечно, необходимо сшить боковые и плечевые швы. Смотрите, по плечевым швам у нас край идет вот такой зубчатый, так как узор мы завершали, и я не провязывала последний ряд. А здесь по боковым швам у нас идет ровная кромка из цепочек петель, и поэтому по боковым швам я сшиваю изделие с помощью иголки. То есть здесь идет вот такой вот сплошной шов с помощью иголки. Итак, дорогие друзья, начинаю выполнять плечевой шов и соединять деталь переда и спинки, так как у нас рукав получается цельновязанный по переду и по спинке, то я начинаю провязывать соединительный ряд от края рукава до края выреза горловины. И вначале делаю на крючок начальную петлю. И смотрите, здесь край рукавов идут квадратики. Далее в узоре идут как галочки, далее вновь квадратики. И у нас узор должен совпасть. Квадратики по углам с квадратиками и напротив друг друга вот эти вот получаются галочки. И вы видите, что край узора идет как зубчики. И в местах углов квадратиков узоры, то есть детали будут соприкасаться. И для этого я делаю на крючок начальную петлю, ввожу крючок вот в углы двух квадратиков, захватываю рабочую нить и провязываю как соединительный столбик, и тем самым присоединяю нить. Далее набираю 4 воздушные петли. И после провязываю столбик с одним накидом, который будет идти из одной стороны и второй стороны. Для этого делаю накид. Сейчас я разверну вязание, чтобы было лучше видно. И вначале провязываю накид из одной стороны, вновь делаю накид на крючок, провязываю накид, ввожу крючок вот между столбиками с одним накидом, провязываю второй накид и затем вершину столбиков. Получается вот такое соединение. И провязывать этот соединительный ряд необходимо по изнаночной стороне, так как он будет немножко выступать. Далее вновь набираю 4 воздушные петли. После у нас идет соединение по углам квадратиков. И я ввожу крючок вот в угол первого квадратика, в угол второго квадратика, захватываю рабочую нить и протягиваю как соединительный столбик. Вновь набираю 4 воздушные петли
И провязываю столбик с двумя основаниями, вот, и между столбиками одной стороны и между столбиками второй стороны. Вновь делаю на крючок накид, провязываю накид между столбиками с одной стороны, делаю накид, провязываю накид с другой стороны и затем общую вершину столбиков. И вновь 4 воздушные петли. И далее соединяю детали по углам квадратиков. Ввожу крючок в один угол, в другой угол квадратика, захватываю рабочую нить и провязываю как соединительный столбик и 4 воздушные петли. И таким образом вот идет соединительный ряд. Он такой же получается ажурный. И так соединяю 2 детали до края горловины. Край горловины — это как раз идут уголки двух квадратиков. Вот до этой точки делаю соединение. Дорогие рукодельницы, а теперь покажу, как вшиваю манжеты. Пришиваю манжеты к основной части рукава. Как вы видите, ширина рукава достаточно свободная, а манжету я связала прямо по запястью. Я набирала на чулочные спицы 40 петель и провязывала манжету на длину 7 сантиметров. Вы можете вязать по своим меркам. Закрывала край манжеты эластичным способом, чтобы манжета хорошо растягивалась. И теперь буду пришивать. Шов буду делать с помощью крючка дополнительной нити по изнаночной стороне. И вначале я ввожу крючок вот вниз по шву, делаю первое присоединение и в край манжеты. И захватив рабочую нить, провязываю вот первый соединительный столбик и присоединяю нить. Затем набираю 3 воздушные петли. Следующее место соединения будет в точке узора. Вот видите, здесь уголок квадрата. Ввожу в эту точку крючок основной детали, то есть рукава. И здесь через одну петлю по манжете пропускаю одну петлю, в следующую петлю ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Набираю 3 воздушные петли. И следующее место соединения, здесь тоже смотрю по узору, вот точка завершения ряда. Пропускаю одну петлю, в следующую петлю кромочную манжеты ввожу крючок и провязываю соединительный столбик через эти 2 кромки. Вновь 3 воздушные петли и в следующую точку ввожу крючок. Вы должны посчитать, сколько у вас будет соединительных таких столбиков и количество петель на манжеты, чтобы рассчитать, через какое количество петель вам делать соединительные столбики. Ну, вот я делаю вот так. И через арочки 3 воздушные петли. Итак, я провязываю соединительный ряд по изнанке. И точно таким же способом можно присоединить и горловину, и манжету по низу изделия. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать свитер и в завершении пришила манжеты. На рукавах я пришила манжеты с помощью крючка, провязывая арочки. А здесь по низу изделия и по горловине я манжеты пришивала с помощью иголки. Здесь я для воротника набирала 80 петель, провязала высокий воротник резинкой 1 на 1 и пришила петля в петлю, затем к вырезу горловины. По низу изделия я набирала 200 петель, то есть можно сказать начальное количество петель в ширину переда и спинки. Провязала круговыми рядами резинку и затем пришила петля в петлю, выполнив шов с помощью иголки на изнаночной стороне. И вот такой получился свитер. Всего у меня ушло 500 грамм пряжи, 5 мотков. Поэтому если у вас будет больший размер,
то возьмите все-таки 6 мотков с запасом, так как 5 мотков может не хватить. Или, допустим, вы хотите связать воротник повыше. У меня полностью израсходовано, да, даже метра не осталось вот этой ниточки. Дорогие друзья, также не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будем вязать еще много интересных моделей.